Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, вы, конечно же, знаете, что голые обезьяны, поубавив кучку видов животных, вовремя опомнились и создали Красную книгу, куда занесли исчезающие виды животных. Она, правда, мало помогает, ибо браконьеры читать не любят или не умеют. Но есть кое-что похуже животинок, занесенных в Красную книгу. Есть животные, оказавшиеся в так называемой «черной книге». Что это за произведение, спросите вы? А «Черная книга животных» – это книга, где перечислены все животные и растения, которые исчезли с планеты Земля после 15 века. Так вот, наш сегодняшний гость – это настоящий царь со страницы этой самой черной книги, куда его загнали голые обезьяны. Кстати, для роликов про доисторических и вымерших животинок есть отдельный плейлист «Вымершие животные». Берберийский лев или барбарийский лев – это подвид львов, который был изначально распространен в Северной Африке и сегодня является вымершим в дикой природе. Некоторые особи, живущие в настоящее время в неволе, происходят от барбарийских львов, однако чистокровных представителей подвида среди них уже, по всей видимости, нет. Кстати, в 1758 году именно барбарийские львы были использованы Карлом Линнеем для описания и классификации львов в принципе. Самый крупный представитель кошачьих, красивый, атласный, грациозный и хищный зверь. Именно берберийские львы сражались на гладиаторских боях в Древнем Риме. Сегодня же встретить чистокровного царя уже не представляется возможным, ибо вид был полностью истреблен в 20-х годах прошлого столетия. Причем популяция берберийских львов была довольно большой. Львы докучали людишкам, нападая на скот и их самих. Появление стрелкового оружия решило проблему голых обезьян и отправило в небытие настоящего царя зверей. Предположительно, предком берберийского льва был мазбахский лев. Он был гораздо крупнее своего последователя. Длина туловища мазбахских львов достигала более 2,5 метров без хвоста. Высота также была примерно на полметра выше. Именно от этого вида животных примерно 300 тысяч лет назад произошли пещерные хищники семейства кошачьих. Позже они распространились по всей территории современной Европы. В Древнем Риме именно эти животные часто использовались, как я уже сказала, в гладиаторских боях, а также в увеселительных сражениях с другими видами хищников. Наиболее ранние археологические находки, указывающие на древних сородичей берберийских хищников, имеют давность около 6,5 сотен тысяч лет. Они были обнаружены на территории Изерния, это регион современной Италии. Удивительный внешний вид этого свирепого хищника действительно намекал на голубую царскую кровь. Природа словно сама короновала льва изящной гривой. Очень густая и размашистая, она покрывала не только голову, но и значительную часть тела. Имела черный окрас, что сильно контрастировало со светлым телом. Мощное и очень мускулистое тело могло достигать в размерах от 2 до 3 метров при массе от 150 до 250 килограмм у самцов и до 170 у самок. Наряду с вымершим капским львом берберийский лев является крупнейшим современным подвидом льва. Вид этот обладал короткими, но невероятно мощными лапами. Одним ударом передних лап берберийцы могли дробить кости даже крупным копытным. При этом лапы были оснащены рядом острых когтей размером в 8 сантиметров.
При этом мордахи были морщинистые. Взгляните сами, прямо как мудрый старец. Обитали царские особы по всей территории африканского континента. Селились в степях, саваннах и полупустынях. Здесь полностью раскрывается их охотничий потенциал. Скрываясь в густой растительности, львы становились полностью невидимыми для добычи благодаря характерному окрасу. Считается, что густая грива защищала львов при передвижении по размашистым зарослям. Львицы же прятали потомство в высокой траве. Рядом с местом их обитания обязательно должен был быть пресный водоем. Львы, как ни странно, плотоядны. Взрослой особи требовалось более 10 килограмм мяса в день. Охотничьи инстинкты берберийского льва отточены до идеала. Молниеносная реакция вкупе со способностью разгоняться до 80 км в час и прыгать на 2 метра – это ли не залог успешной охоты? Охотились чистокровные цари в основном на крупных копытных – зебр, кабанов, антилоп и газелей, но не брезговали и мелкой добычей типа грызунов и птиц. При отсутствии крупных травоядных животных львы не брезговали даже рыбой. Охотились берберийские львы группами, и, естественно, это были в основном самки. Самцы могли только загонять добычу до засады. Самки же были способны долго выслеживать цель и долго высиживать ее в засаде. Дожидаясь идеального момента, нападали стремительным прыжком и стремительным укусом в шею убивали. Несъедобные останки могли оставлять про запас, а после охоты отправлялись на водоем, где за раз могли выпить, на секундочку, до 300 литров воды. Социальная жизнь львов была не менее интересной. Взрослые львы жили обособленно, занимая территорию и тщательно охраняя ее от посторонних. Территорию помечали посредством распыления своей царской мочи. В брачные же отношения львы вступали только на период спаривания для продолжения рода. Маленькие львята жили с матерью до 2-летнего возраста, а после покидали ее, чтобы вести самостоятельную жизнь. Основной задачей царя было одно – продолжение рода. В общем, все равно лентяй, что бы мне про этого царя не говорили. Самки же образовывали свои небольшие феминистские прайды, в составе которых могли находиться до 5 особей. Группы состояли в основном из кровных родственников. Львицы, рожденные в прайде, оставались в нем навсегда, тогда как цари уходили искать свои отдельные территории. Старшее поколение берберийцев обычно обучало их заботе о младшем и, конечно же, охоте. Во главе прайда всегда стояла взрослая, опытная альфа-львица. Берберийские львы умели и общаться между собой. Так львята с ранних лет учились рычать, издавая звуки разной тональности. Львицы же обучались этому гораздо позже, поэтому общались невербально, посредством прикосновений. Взрослые львы часто конфликтовали за территории и самочек. Схватка могла обойтись как отпугивающими рыками, так и дойти до смертельной драки. Победитель, как это принято и у доживших до современности львов, расправлялся с молодым потомством пораженного оппонента, чтобы зачать свое. Да, природа не всегда такая милая, как нам бы хотелось. У нее свои законы. При проживании в естественных условиях у берберийских львов практически не было врагов. Ни один другой хищник не посягал на жизнь этих царей, так как они имели преимущество в размерах, силе и мощи. Исключение составляли лишь крокодилы, которые с дуру могли напасть на львов во время водопоя. Также детеныши хищных кошечек были легкой добычей для других, более мелких хищников, например, гиен или шакалов.
О них, кстати, тоже есть ролики. На сегодняшний день берберийский лев признан полностью исчезнувшим с лица земли видом в результате деятельности человека. Последний представитель этого вида был убит браконьерами в 1922 году на территории Атласских гор. Некоторое время существовало предположение, что несколько особей все-таки существует в условиях национальных парков и заповедников, однако эта версия не подтвердилась. В зоопарках были обнаружены львы, которые, несомненно, имеют общие черты с атласскими хищниками, однако это не чистокровные представители вида. Берберийский лев исчез в результате человеческой деятельности. Все больше животных оказывается на грани вымирания или уже полностью истреблены. Исчезнувшие виды животных уже больше никогда не представится возможным возродить, и это очень печально. Но напоследок я прошу вас написать, стоит ли чаще показывать и рассказывать о животных из черной книги, и о каких именно, пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого животного вы бы хотели увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!